Всем привет, кто меня смотрит, особенно тем, кто на меня подписан. В этом видео я покажу вам, как создавать 3D модели, а именно несложных настенных часов, которые каждый сможет повторить. Также по просьбе подписчика я покажу, как экспортировать и импортировать 3D модели. Начнем. Для начала мы создадим контур наших часов. Часы, естественно, у нас будут круглые. От центра модели я пропишу 350 мм. Также мы создадим вспомогательный вектор, внутренний, тоже от центра. Будет выглядеть примерно так. И нам нужно будет еще несколько вспомогательных векторов, для того, чтобы мы могли расставить наши цифры. Так, вот мы его создаем. Значит, теперь нам нужно его размножить по кругу, то есть сделать круговой массив. Выбираем круговой массив, выбираем центральную точку, то есть у нас модель выбрана по центру, и центральная точка находится также по центру. Количество объекта выбираем 12, поскольку цифр у нас 12, ну то есть часов у нас 12. Выбираем 12. Значит, вот что у нас получилось. Следующее, что мы сделаем, добавим еще один дополнительный вектор. Потом вы узнаете, зачем он нужен. И добавим, наверное, еще пару векторов для красок. Так, теперь нам нужно расставить цифры. Значит, выбираем текст и начинаем писать наши цифры. Значит, что у нас? 1. Мы возьмем сначала одну букву и примерим, как она у нас будет выглядеть. Ну, мне кажется, что она маленькая, и нам ее нужно увеличить. Мы ее выделяем, переходим и увеличиваем. Вот, я думаю, этого значения будет достаточно. 33 миллиметра. Значит, теперь нажимаем сбоку отступ, перемещаем вверх и пишем дальше. 2, 3, 4, 5, 12. 12 наших цифр. Значит, есть один из способов, как это можно расставить. Не очень сильно он мне нравится. На кривой. То есть мы можем выбрать нашу кривую. Это либо внутреннюю, либо можем выбрать наружную. В принципе, не суть важно. Просто там настройки меняются. Мы выбираем, например, внутреннюю нашу кривую. И нажимаем «Выбрать кривую». Вот наши цифры расставляются. Значит, вот здесь у нас появляется такая синяя точка. Эта синяя точка, можно регулировать наши цифры по кривой. Также для того, чтобы по одной букве нам не прописывать, не расставлять, мы здесь просто можем как бы поставить пробелы и можем выровнять таким образом наши цифры. Но не нравится мне этот способ тем, что вот, например, буква там 6, да, вот она будет вот здесь вот в самом низу, она кверх ногами. 5, 4, 3 и так далее. Они все кверх ногами находятся. Из-за этого мне этот способ не нравится. Так что я отменю. И покажу вам другой, более лучший способ, который мне больше нравится. Нажимаем «Создать». У нас появляются такие вектора, но в данный момент эти вектора у нас текст. Нам этот текст нужно разгруппировать. Разгруппировать можно клавишами, нажав Ctrl-U. Вот мы нажимаем Ctrl-U
И теперь каждый вектор у нас отдельно. Но обратите внимание, что каждый вектор отдельно. И теперь каждый вектор у нас отдельно. Но поскольку цифры такие как 10, 11 и 12 стоят вместе, мы их сгруппируем обратно, нажав сочетание клавиш Ctrl-G. И вот наши цифры теперь как одно целое. Теперь для того, чтобы расставить наши цифры, мы создали вспомогательный вектор. Вот он. Значит, сначала мы выбираем нашу цифру, нажимаем клавишей Shift, то есть мы удерживаем наш вектор, потом выбираем вектор, куда мы хотим его поставить. Единица будет на этом месте. Мы выбираем этот вектор и нажимаем выровнять по центру. Вот наша цифра выровнялась по центру этого вектора. Также функция выровнять вектор по центру другого вектора вы можете найти в вкладке «Вектор», «Выровнять по центру». Не путайте, пожалуйста, по центру модели. И так проделываем со всеми оставшимися цифрами. Вот мы расставили все наши цифры. И теперь мы можем удалить наши вспомогательные вектора. Вот мы удалили наши вектора, и что у нас получилось? Получилось довольно-таки неплохо. Значит, следующее, начнем с создания 3D модели. Перейдем во вкладку 3D вид. Также здесь у нас показываются наши все вектора. И начнем создание. Первое, с чего бы я хотел начать, это основание. Выбираем наш наружный вектор основания. Нажимаем на вкладку «Редактор формы». Выбираем плоскость без ограничений и начальная высота поставим 10 мм. Посмотрим, что получилось. Добавим еще 5. 15 мм. И режим объединения нажмем «Добавить». Нажмем «Применить». Вот что у нас получилось. Также мы можем убрать нулевую точку. Посмотрим, что у нас получилось. Как бы просто обычный круг. Следующее. Хотел бы добавить окантовку. Для того, чтобы добавить окантовку, мы выбираем два наружных вектора. Редактор формы. Выберем круг. И все. Вот что у нас получилось. Нажмем «Применить». Следующим добавим наши цифры. Также выберем круг.
Смотрим, что у нас получилось. Можем поднять их на 1 мм вверх. Ну, довольно неплохо. Нажмем применить. Следующее сделаем обнижение в центральной части. Выбираем вектор. Редактор формы. Выбираем плоскость. И теперь в режим объединения мы нажмем вычитание. И начальная высота выберем 2 мм. Вот что у нас получилось. Применить. Часы у нас получились очень простые, и для того, чтобы немножко их усложнить, попробуем нарисовать дополнительные вектора. Но этого недостаточно. Для того, чтобы в дальнейшем редактировать наши вектора и создавать из них 3D модели, нам их нужно отредактировать. То есть у нас из этих мы как бы создали 3 вектора. 1, 2 и круг. Нам их нужно отредактировать. Значит, мы убираем центральную часть, и у нас получается также 3 вектора. Нам их нужно объединить. У меня это сочетание клавиш. Значит, сочетание клавиш мы проходили в прошлом видео. Подсказка будет сверху. Посмотрите, его будет очень интересно. Значит, покажу, как это делается. Нажимаете вектор. Объединить с совпадающими узлами. Вот у меня прописано Ctrl-V. Значит, я нажму Ctrl-V. И значит, мы видим, что выбранных векторов у нас 3. После объединения мы получим один вектор. Мы нажимаем объединить. Если, например, у вас не будет получаться один вектор, а будет написано там 2 вектора и так далее, значит, возможно, ваши вектора находятся далеко друг от друга. Из-за этого они не могут объединиться. Также для того, чтобы создавать, вы должны убедиться, что ваш вектор полностью замкнут. Это можно понять по вот этой вот зеленой точке, которая будет на векторе. Вы можете нажать на любой замкнутый вектор и увидеть на нем зеленую точку. Также на этом. Значит, делаем круговой массив. Остается центральная точка 360 и 12. Я вот смотрю, что наши вектора пересекаются друг с другом. Я пропишу 10. Значит, следующее. Создадим здесь сбоку вспомогательный вектор. Сейчас вы увидите, для чего он будет нужен. Вот так. Как-нибудь рисуем. Сейчас покажу, как это исправить. Вот нарисовали. Получилось некрасиво, потому что очень такие острые углы. Нажимаем Spline по векторам. Точность выбираем 1. Нажимаем сгладить. И вот что у нас получилось. Довольно неплохо. Значит, для чего мы создали этот вектор? Кстати, этот вектор тоже был дополнительный. Для чего мы его создали? Переходим в 3D вид. Значит, теперь мы выбираем этот круг, который мы создавали, внутренний вектор.
Нажимаем вытягивание по двум направляющим. Задать первую направляющую, внутреннюю. Выбираем наружный вектор. Задать вторую направляющую. Смотрим так, чтобы стрелочки у нас сходились. Неважно, то ли они будут против часовой, то ли они по часовой, но главное, чтобы они смотрели в одну сторону. Значит, выбираем наше созданное сечение. Вот оно. И нажимаем «Добавить сечение». Вот что мы получаем. Но высота у нас большая. Мы изменим высоту, масштаб высоты по ширине. Значит, у нас стоит галочка, нам ее нужно убрать. Мы ее убираем и получаем такую вот небольшую высоту. Нажмем «Применить». Когда мы применили, вы заметили, что вектор еще раз поднялся. Это из-за того, что он добавился как бы на то, что мы уже создали. То есть мы просто закрываем, и наш вектор возвращается. Точнее, наш рельеф возвращается обратно. Значит, теперь я хотел бы отредактировать наши созданные вектора. Переходим в 2D вид. Сейчас нам нужно удалить те части, которые находятся внутри созданных наших векторов. То есть вот наш вектор, и внутри него находится линия. Мы ее удаляем. Теперь мы удаляем все внутренние вектора. Они удаляются у нас до пересечения. Вот что у нас получилось. Но у нас получились отдельные вектора, нам их нужно объединить. Мы выбираем все вектора и нажимаем «Объединить вектора». У нас получилось два вектора. Значит, в каких-то местах у нас проблема, и нам ее нужно решить. Для того, чтобы найти такой маленький вектор, вам нужно слева направо потянуть, и выберется именно тот вектор, который будет нашей проблемой. Переходим на 3D вид, выбираем наши вектора, редактор формы, выбираем круг, смотрим, что у нас получилось. Можем еще немножко откорректировать. Нажмем «Применить». Теперь смотрим на часы, которые у нас получились. Выбираем 0, выбираем наши вектора. И вот часы, которые у нас получились. Теперь рассмотрим экспортирование рельефа. Нажимаем «Экспорт». Есть экспорт в библиотеку рельефов, то есть это будет храниться в библиотеке программы, так же как файл. Как файл мы можем экспортировать его в папку, прописав new 1, например, и сохранив. Но этот файл сохранится только исключительно для арткама, и пользоваться им можно будет только в дальнейшем в арткаме. Им нельзя пользоваться ни в какой другой программе. Также рассмотрим вариант, как его импортировать обратно. Нажимаем «Новая модель», «Создать». Выбираем 3D вид. Открываем нашу нулевую точку, точнее нулевая плоскость. Выбираем рельеф, импорт. Также у нас есть несколько вариантов импорта. Когда вы нажимаете просто импорт, у вас импортируется именно модель для арткама, которая была экспортирована с арткама. Если вы нажимаете импорт 3D модели, то есть там есть другие файлы, как STL,
например. Также импорт для разворачивания. Это когда вы, например, там берете какой-то стакан, да, он у вас круглый, и вы его разворачиваете на рабочее поле. Нажимаем импорт. Ищем наши часы. Вот они, New 1. Нажимаем открыть. Вот что у нас получилось. Также здесь мы можем их отредактировать. Высота, ширина, положение центра, смещение и так далее. Нажмем вставить. Вот наша модель вернулась обратно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующих видео.